«Черновик» — это увлекательная подростковая фантастика Сергея Лукьяненко, которая рассказывает про парня по имени Кирилл. Он начал открывать двери в параллельные миры. И будем честными, это самый короткий обзор, который вы видели. Книга лучше. Всего плохого. 2004 год на дворе, друзья, и не так давно вышел «Ночной дозор», и он собрал денег и неплохие отзывы, во многом благодаря первоисточнику, книге Сергея Лукьяненко. И будем честными, мы все верим в наше кино. Казалось бы, вчера было все нормально. «Ночной дозор», турецкий гамбит, но «Зеркальные войны», «Сволочи», «Волкодав», «Азирис Нуна», параграф 78, «Скалолазка», «Ирония судьбы 2». Вы что, опровергаете теорию Дарвина своими фильмами? Как? За несколько лет вы все испоганили. Это что, какой-то мир, который живет в прошлом? Как так-то? Чего, мля? Эй, это купленный мною в 2005-м экземпляр! Нахер экранизацию! Сергей Лукьяненко. Черновик. что за порожня? Бывают дни, когда все не ладится. Нога с кровати опускается не в тапочек, а на спину любимой собаки, с перепугу цапающей тебя за щиколотку. Да что происходит? Иди сюда! Мы соберем больше, чем «Ночной дозор». Нам ведь права продали, дебил. Твою мать, это не мой мир. Я, по-моему, дальше забежал. Чтобы мне вернуться домой, мне что? Нужно сделать обзор на этот фильм? Черновик начинается очень сумбурно. Зрителю ни хера не объясняют. В общем, главного героя зовут Кирилл. Его отпускают полицейские по той причине, что буквально не помнят, за что же его задержали. Кирилл достает телефон, и внезапно Яндекс-навигатор подсказывает путь. Ваш маршрут построен. Следуйте нашим указаниям. Вставили! Вставили рекламу! Фу, спасибо! Они вставили рекламу! На то экранизация Лукьяненко и без рекламы. Ой, пиздец, ой, пиздец. Фильм только начался, сколько же дорог открыто. Можно познакомить зрителя с миром, в котором происходят события, или же познакомить с главным героем, или же забить болт и напихать рекламы и бессмысленной графики. Вариант 3, как вы понимаете, наш вариант. Отличное начало. Зрители отбрасывают на день назад, когда жизнь Кирилла была размеренной. У Кирилла была работа, у Кирилла был друг по имени Котя и была девушка. Только вот отношения с ней внезапно закончились. Да у тебя вся жизнь в переносном смысле. У тебя не жизнь. Репетиция. Погоди, Черновик. Сценарий что, писался уже после съемок? Почему озвучивается не то, что она говорила? Вуки напали, говоришь? Да они же с планеты Кашик, им пару лет до нас лететь. Зачем париться со сценарием, если и так все можно переозвучить? Причем это происходит постоянно. Только задумайтесь, русский фильм, снятый на русском, звучит хуже, чем западные игры, которые дублировали на русский. Я прослежу, чтобы он их принял. Тебе удалось предотвратить ужасную катастрофу. И вы хотите спросить, что за девушка? Что мы о ней знаем? Что мы знаем про отношения Кирилла и его девушки? Что мы знаем про самого Кирилла? Будет ли экспозиция? Может быть, может нет. А может ты пойдешь нахуй. Кирилл расстраивается из-за бездарной постановки фильма, а также из-за разрыва отношений и идет домой, где его ждет неприятный сюрприз. Кто вы такая? А вы кто такой? Я здесь живу. А где, по-вашему, живу я? Это еще неплохая отсылка к «Иронии судьбы». Вот отсылка к «Терминатору». I'll be back.
Приезжает полиция, и выясняется, что у квартирантов совпадает прописка. Только если Кирилла помнят соседи, то женщину не помнит никто. А поэтому Кирилл решает нанести ответный удар с помощью бюрократии. Но вот незадача. Вся информация про Кирилла исчезла. И даже больше, Кирилла на работе перестали узнавать. Ты кто вообще такой? Ну тупой розыгрыш. Испарись. Юр, кто это сделал? А? Андрюх? Лех. В итоге Кирилла забывает его лучший друг и даже родной отец. Я твой сын, Кирилл. Я по всей стране колесил. Если вы все съедетесь, у нас чума не хватит. Герою остается лишь вернуться в квартиру и попробовать добиться ответов. Хватит издеваться. Кто это придумал и зачем? От создателей эффекта падающего болтика, который отвалился от самолета и упал в продукт плейсмент. От гениев, создавших летящий шар в упаковке сыра «Дружба». От визуализаторов, подаривших вам летающую пробку от шампанского и рекламную водку в слоумо. Долгожданное продолжение бессмысленного CGI в очередной экранизации Лукьяненко. Ах ты дрянь. Голливуд соснет. Только в кинотеатрах по Брайлю. Артем против своей воли пыряет блондинку, после чего героя вяжут менты. То есть вы, авторы, на полном серьезе включили перемотку фильма? Что, мать вашу, с вами не так? И почему вы не остановили перемотку на титрах? Идеально. Если серьезно, зритель должен верить в происходящее. Для зрителя показанное на экране не фильм. Это происходит на самом деле. А подобный ход рушит всю иллюзию кино. Это же не комедия, это не Дэдпул. Зачем вы рушите здесь четвертую стену? И вы не настолько талантливы, как Михаэль Ханеке с его фильмом «Забавные игры», который с помощью разрушения четвертой стены достиг такого уровня безнадеги, до которого не добирался ни один триллер. А в фильме «Черновик» ради чего разрушили четвертую стену? Ваш маршрут построен. Следуйте нашим указаниям. Чтобы повторить кадры с рекламы Яндекса 2 раза подряд, блять. Вы вообще представляете, насколько киноделы обленились? Повторюсь в который раз, я не против рекламы, я против ленивых маркетологов и киноделов, которые даже не пытаются. Мы рекламируем навигатор, может быть, таксист будет ехать по нему? Нет, это таксиста искать, снимать, с яркостью телефона снижать. Может, герой что-то будет искать по картам, тем самым нативно их рекламем. Это надо заново актера красить, чтобы вот он бровями двигал, надо напрягать брови, что типа он ищет. Давайте просто отснятую эту сцену 2 раза покажем. Естественно, никак обосновывать Яндекс.Навигатор, который сам указывает путь, авторы не собираются. Дорога приводит Кирилла к заброшенной башне, в которой он ложится спать. На утро башня меняется, а в гости приходит убитая накануне девушка. Это граница между мирами. Так зачем я здесь? Ты таможенник? Нет, не такой крутой таможенник. Таможенник — это одна из множества профессий вселенной Черновик. А в общем, Кирилл избранный, коих называют функционалами. Функционалы должны выполнять определенные задачи. Задачей главного героя является открытие дверей в другие миры. Хорошую дверку открыл. Смотри, мир российского кинематографа. Нет, это дверь в ад. Вот мир российского кинематографа. Ну а после открытия дверей таможенник должен через свою башню пропускать людей. Люди эти хотят попасть в другой мир. В книге за свою работу функционалы получали деньги, на них покупали всякое. В фильме от этого избавились. Теперь функционалы способны создавать что угодно. Все, что тебе нужно, здесь есть. Тебе надо только захотеть. Идиот. Получается, в фильме функционал способен что угодно создать?
и что угодно материализовать? Это же бред! Это же бред! Это же полнейший бред! Шато Мутон, Ротшильд, 41 год. Ничего себе! Вы понимаете, сколько логических дыр вы открыли этим нововведением? Сука, мне теперь этот фильм не нравится еще больше. Естественно, герой первым делом пытается заново познакомиться со своим закадычным другом Котей. Ну а предлог — мастерство фотографа. Почему 3-рублевый план? 3 рубля советские видел? Там Кремль прям с этой точки. Странные акценты расставлены. Надеюсь, авторы не собираются пихать свои политические взгляды в экранизацию. А то помните, как было с «Властелином колец». Сегодня мы уничтожим демократов! Вперед, республиканцы! На Белый дом! Да это ж 3-рублевый план! Та же Москва, только мир другой. В этом мире нет нефти и газа. Здесь не было ни войн, ни революций. И это по-прежнему империя. И, кстати, это наиболее дружелюбный из всех известных миров. Почему? Потому что в этом мире нет нефти и газа? А ничего, что до открытия нефти и газа резали за территории, веру, золото или «Ой, баба, какая красивая у тебя!» Или этот мир дружелюбен, потому что империя? Слышал ты из империи? Вы там самые добрые. Ну так вот, готовься сдохнуть! В книге Лукьяненко Кимгим был одним из городов-государств мира, в котором научно-технический прогресс застопорился. Да, там есть отличия от нашего мира, вроде того, что христианство считается агрессивной религией, но мир без войн... Это самый дружелюбный мир из всех существующих. Вот она, Россия. Кимгим, который мы потеряли. С тем же успехом вы могли сделать мир розовых поней. Ну а что, это просто параллельный мир. Пускай он нарушает все законы логики, но он такой. Да, я вижу мир иначе, чем вы. Ну что из того? Стоп, если Кимгим это не город, а целый мир счастливой монархии, почему название мира пишут на летательных аппаратах? Вы куда летите? На Землю, да? Посадку на Землю разрешаю. Странно. Уже 10-й лайнер садится на Землю. Как бы чего ни случилось. Подобные детали сразу показывают похуистическое отношение авторов фильма к первоисточнику, да и к логике в целом. В общем, полюбовавшись стимпанком, герои возвращаются в башню, в которую приходит бывшая девушка Кирилла со своим новым ухажером. Естественно, самого Кирилла она уже не помнит. Процедуру знаете? Прямо в воду. Что за хрень вы нам налили? Что это за вода? Зачем она тут? Как она работает? Що сказати? Це фантастично. Видимо, авторы не в курсе, но добавление неведомой херни не делает фильм фантастикой. Это просто добавление неведомой херни в фильм. А куда делся основной мотив Кирилла из книги? Там он столкнулся с бунтарями, а в итоге пришел к осознанию полной несправедливости происходящего, с коей начал бороться. Эй! Он вырвал страницы с основным сюжетом! Как бы снимать-то теперь будем? Да мы все равно основной сюжет не взяли бы. Хавают-то другое. А что хавают? Боря, твой выход! Любовь! Любовь, суки! Любовь! Серьезно, авторы с ничего просто добавляют любовь до гроба. И без разницы, что не было экспозиции. И без разницы, что мы по факту ничего не знаем про отношения героев. Девушка по имени Пустышка становится главным мотиватором всех действий Кирилла. А значит, надо идти хер знает куда за ней. Белая роза. Точно. Идем. Пиздуй отсюда. Но в Белой розе герои находят нечто иное. По-моему, она живая. Это, блядь, что? Робот-матрешка с пулеметами?
У матрешки еще и лазерганы есть. Никто никогда не вернется в 2007 год. А у авторов черновика получилось. Помните эти блокбастеры с бессмысленной акробатикой и слоумо? Это возвращается. Господи, будто смотрим российскую экранизацию инспектора Гаджета. Вот это режиссер. Матрешки его. Но они хорошие. На самом деле... Присмотритесь, насколько... Они замечательные матрешки. Действительно, роботы-матрешки — это замечательно. При условии, что вы смотрите фильм, где персонажи лечатся водкой. Ватник — местный кевларовый бронежилет, а вертолеты МиГ проводят бомбардировки медведями. Я бы посмотрел такое, но подобный трэш тут... Снять зрелищное и одновременно умное кино, сохранив смысл любимого произведения, удалось только сейчас. Умно. Очень умно. Причем почти половину драки показывают дружка главного героя, который просто записывает происходящее на мобильник. Только вдумайтесь, 40% схватки мы видим не драку, а свидетеля драки. Действительно, мужик на пулеметы и лазерганы полез с мечом. Ну его нахер. Герои бегут за матрешкой вверх, но там ни разбитых стен, ни порушенных потолков, там вообще нет следов матрешки. Куда она улетела? Собственно, там ей и место. Но зато на втором этаже обнаруживается девушка со вскрытым горлом. И ей достаточно попить водички, чтобы все зажило. Вы прошли очень суровое испытание. Почему вас хотели убить? Меня? Проверяли вас. Так, нам нужно проверить нового функционала. А я-то при чем? Я говорю, надо проверить нового функционала. А как бы это же его проверка. Что за гребаный бред происходит? В книге на хозяйку гостиницы напали, а Кирилл ее выручил. Тут же на хозяйку тоже напали, но ради проверки Кирилла. Вы если что-то меняете в произведении, то меняйте полностью. Не надо оставлять фрагменты, которые были с чем-то связаны в произведении. Ведь из-за ваших дебильных нововведений эти фрагменты становятся атовизмами. Матрешки у них, блять, летают. Еще бы сырную тарелку добавили. Как вы вообще додумались до матрешек? А хер ли мы думаем над сюжетом? Алло. Срочно придумай фантастику. Фонд кино продюсирует. Фонд кино? Не, к черту, я после Викинга не употребляю наркотиков. Я с этого дерьма слез. Окей, ради Лукьяненко придумай. Нужно олицетворение зла. В фильме нужно зло. Окей. Зло. Зло. Твою мать! Она летит на меня! Турки пизда. Я тебя! Самат извини. Так вот, куда я заначку спрятал. Гребаная матрешка! Чем ближе функционал к своему пику, тем быстрее идет процесс регенерации. К какому пику? К точенному? Что вы вообще несете?
Почему она не материализовала над собой литр воды, когда лежала с ранением? Некогда думать. Летающие матрешки наступают. Поверь, очень скоро эта жизнь тебе понравится. А если мне нравилась моя прежняя жизнь? Меня сюда не просился. Меня сюда не просился. Так, все, блять, у меня тоже должно быть самоуважение. В моем параллельном мире ввели налог на российское кино, и его просмотр строго обязателен. Сегодня депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об изменении пенсионного законодательства. Твою мать, обменял шило на мыло. Нет, серьезно, почему так отвратительно дублирован фильм? У тебя не жизнь. Репетиция. Меня сюда не просился. Готов озвучивать? Да. Ты стойку опустить забыл. Кто же, блин, ее поднял? Ведь на этой студии мы только черновик и озвучивали. Поехали! Учись управлять своей энергией. Не бойся. Ну, сопротивляйся. Он такой сильный мальчик. Он только что дрался на равных с огромным роботом, у которого лазерное оружие и пулеметы. И теперь авторы решили продемонстрировать силу персонажа с помощью колки льда? Я только что сбил вертолет со злодеями. Одними лишь когтями. Вау, а ты крутой. А яблоко порезать сможешь? На следующий день Кирилл открывает дверь в новый мир. Песчаный пляж, мир без людей, где так же, как и в остальных мирах, есть Кремль. В чем смысл параллельных миров, если по сути в них ничего не меняется? Если даже архитектура не отличается друг от друга, значит это не параллельные миры, а тупо копии одного мира с примерно одинаковым развитием и с примерно одинаковым строем. Авторы просто так взяли и упростили огромную вселенную книги Черновик. Это как если бы все планеты вселенной Звездных войн были как Татуин. Конечно, в картине не обошлось без отступления от оригинального текста, но автор романа считает, это было необходимо. Действительно, куда нам без Кремлей? Приступим. Путешествие начинается. Тут же в башню приходит делегация. Здравствуйте. Здравствуйте. Дима. Кирилл. Никакого официоза. Обыкновенная проверка. Получились зарплату за это. Отрабатывайте вы. Нет, это не дебильные камео, как вы могли подумать. Авторы хотели показать, что, дескать, функционалы сотрудничают с сильными мира сего. Масоны действительно существуют. С представителями политики или шоу-бизнеса. Но так как вначале авторам лень было показать по телевизору, как Хакамада выступает в Госдуме, а Хрусталев выступает в Камеди-клабе, I don't give a fuck! все это кажется тупым, бессмысленным камео, пока заново не прочтешь книгу и не поймешь, в чем же была идея. Кроме этого, в книге функционал, отходя от башни, терял свои способности. Это было заложено в природе функционала. Но это тупо. Давайте лучше введем робота GPS, который будет делать то же самое. Это фантастично. Пока 15 километров. Никак, кроме желанием сказать «Голливуд, смотри, какой графен!» объяснить появление этого говна невозможно. И похеру, что это противоречит правилам, которые авторы экранизации ввели ранее. Функционал, блять, умеет создавать вещи из ничего. Он смог снять одежду со своего куратора. Но при этом гребаную цепочку он снять не может. Почему? Потому что она магическая. В этом фильме есть и магия. Бред. Вот что я об этом думаю. Беспросветный ёбаный бред. И понятно, зачем поводок добавили в фильм. Чтобы в очередной раз упростить вселенную Черновика до фразы «Плохие дяди, незнамо зачем, мучают главного героя». Естественно, получив ограничение на передвижение, Кириллу тут же с нихуя захотелось поехать к родителям. Представляю, что бы было, если бы встретились отечественный и западный CGI. Что, хотел уехать не попрощавшись? Где бы вы ни были,
Всего за четверть мили. И тут же авторы заверещат: да как можно сравнивать? У Голливуда сотни миллионов, а у нас просто миллионы. Так нахера вы вставляете этот графон? В книге упоминания подобного не было, а сюжетной подоплеки все эти эффекты не несут. Хотя окей, здесь я вру. На самом деле эффекты позволяют понять зрителю, что главный герой фильма Кирилл меняется. Из человека он медленно, но верно превращается в спрингроллину. Стой! Я великий функционал! Я таможенник! Отпусти меня, иначе я... Кстати, а почему Кириллу стало плохо? Ведь разрешенное расстояние 15 километров. Пока 15 километров. До родителей дома 14, и он на полпути. При этом ему стало плохо. Стоп! Какого хрена ваш фильм из вашего мира без логики и разума к нам в прокат попал? Евген, это не мир без логики и разума, это студия, на которой снимали «Черновик». Блэд комедиан! Ну ради чего эта сцена еще может существовать? Ради камео Лукьяненко, режиссера фильма? Ведь в сюжетную линию с родителями, которую показывают, ты не веришь. Авторы же не продемонстрировали никакой связи с родителями. Не объяснили, в каких именно отношениях Кирилл с родителями состоял. И что именно он потерял, мы тоже не знаем. По этой же причине не работает чертов любовный треугольник. Не может быть. Это же то, о чем я мечтала. И, конечно, по причине отвратительной актерской игры. Я даже на интервью спросил, как же так вышло? Я ни в коем случае не хочу вас обижать. Извините заранее за этот вопрос, но я не могу его не задать. Почему в фильме «Черновик» у вас такая неубедительная актерская игра? Знаете, этот фильм как Royal Flush от лени. Он собрал лень актеров, лень режиссера, лень сценаристов, которые не выдали ничего круче стандартного мыла для домохозяек на Втором канале. Как и когда познакомились со своей спутницей? А, это из-за нее? Тебе это зачем, таможенник? Отвечайте на вопрос, как вы к ней относитесь? Ну надо же, вот жизнь, какой мир он, такой сложный мир. Идите сюда! Это лучше, чем бассейн! Надо изображать громкость голосом, потому что нельзя реально закричать, потому что мы снимаем на студии, и будет эхо, эхо, эхо. Хотя сложно сдержать крик при виде таких хуёвых декораций. На следующий день герой уходит из башни, чтобы напрямую заняться своей личной жизнью, а именно отбить девушку у своего конкурента. И отгадайте, с помощью чего за 3 минуты экранного времени можно показать любовь, расставание с одним и воссоединение с другим. Никогда не отгадаете. Дыша самой жизнью я буду всегда с тобой, буду самой водой. Агутин. Агутин — это их драматургия. 3-минутная нарезка, и вот герои вновь любят друг друга. Почему? Потому что играл Агутин? И утопить в любви на берегу земли и на краю воды. Твою мать, мы как-то оказались во вселенной Агутина! Бегите, голубцы! Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то... Интересный факт. В фильме идет отсчет времени, и отгадайте, сколько понадобилось героине, чтобы влюбиться в абсолютно незнакомого ей человека. Могли бы сделать проще. Это он твой парень, да? Теперь я твой парень, поняла? Естественно, с пустышкой и апельсинами Кирилл сразу идет на вечер. Тут же он встречает некого Феликса, который тоже открывает двери, точнее открывал, пока не потерял интерес. 4 двери за первую неделю, 28 за месяц.
Тебе понадобилось 28 Кремлей, чтобы осознать всю скудность и убогость созданной киношниками вселенной? Феликс также рассказывает про некий Аркан. Аркан — это мир, в который прохода нет. Но Аркан управляет всем. А как они могут всем управлять, если дверь к ним закрыта? Для этого есть кураторы. У каждого из нас. И повсюду шпионы. Тем временем остальные функционалы хотят уничтожить любовь всей жизни Кирилла. Они рассказывают пустышке, что она умрет быстрее, что детей у функционалов быть не может, и что Кирилл ставит стаканы не на подстаканники. Она осознает весь ужас своего положения и уходит на мороз, дабы грустно пялиться в окно. Вот тварь, мы всего полдня знакомы, а он уже стоит рядом с какой-то бабой. О господи, неужели это означает, что они одно целое? Просто, блять, великие посылы и такая же великая визуализация этих посылов. Спасибо авторам. В общем, Кирилл не выдерживает и бежит за любовью. Но злые функционалы никак не могут оставить любовь на века в покое. Нужно что-то делать. Уже делайте. Дело сделано! Кстати, да, почти все диалоги в этом фильме словно повыдергивали из трейлеров. Они бессмысленны, но пафосны. Мир меняется, парни. Нужно что-то делать. Уже делайте. Не уходи, потом будет поздно. Поздно! Отпусти меня. Пожалуйста. Да вы, блядь, полдня знакомы, откуда это взялось? Отпусти меня. Пожалуйста. Пустышка выходит из башни Кирилла, но ее тут же пакуют в машину, чтобы мы узрели эмоции страха. Ну, пожалуйста, остановите. Вышла нахуй! К Кириллу тем временем заходит Хакамада. Она рассказывает, что Хрущев испугался реакционных сил в Аркане и бахнул по единственному проходу в Аркан ядерной бомбой. Трупы людей списали и сказали, что это были учения. Сама Хакамада теперь просит открыть новую дверь в Аркан, чтобы российские чиновники смогли узнать, что же их ждет в будущем, дабы, конечно же, помочь народу избежать проблем и ошибок. Учесть их опыт, предотвратить конфликты, катастрофы. Образование ведь тоже бизнес. Ну да. Давайте еще немножко понизим санитарные нормы в школах. Секундочку. Детишки, да? Ну, будут жить немножко похуже. Взяточник! Нет, подбросили! Да всем подбросил! Подбрасывают постоянно! Я не прав! О детишках кто думать будет, а? Я не прав! Кто будет о детишках думать? Иисус. Я буду думать о детишках. Я подумаю, знаете что? Не трогай, Дети! Наше будущее! Я не готов продавать родину! Заберите свои эти зеленые бумажки! Пшел вон! Но внезапно Кирилл получает звонок от пустышки и бежит ее спасать. Но вот проблема. Пустышка находится в 15 километрах от Кирилла. Что нахрен он творит? Похоже на Лимбо или какую-то его нелепую версию. То есть, серьезно, две основные сюжетные линии фильма, а именно любовь к родителям и любовь к девушке, авторы раскрывают через одну и ту же сцену превозмогания. Через одну и ту же сцену. Через одну и ту же, сука, сцену. Нет, серьезно, за кого нужно считать зрителей, чтобы такое впаривать? К черту! Твою мать. А вот это, похоже, действительно мир даунов. Черновик — это вообще лучшая экранизация книги, когда-либо созданных. Книги, которую я так и не смог прочесть.
В общем, дальше по сюжету Кирилл выживает, потому что рядом был снег. И стоит сказать, что в сцене использованы восхитительные эффекты, после которых понимаешь весь ужас прозрачности. А у нас переносит к вероломному похитителю, который общается с бывшим парнем героини. Он, кстати, политик, я даже голосовал за него. Археологи недавно его обнаружили, все проверено. Можете сообщить, что это инопланетяне. Я вам говорил, это лучшая экранизация. Ну инопланетяне же! Инопланетяне, блядь. Это инопланетяне. Сука, какие к черту инопланетяне! Зачем? Зачем эта сцена нужна? Они еще и показывают эту руку. Откуда это вообще взялось? В книге на это даже намека нет. Ладно, похеру на книгу. Для фильма это зачем? У вас миллиарды миров. Зачем сюда примешивать инопланетян, если вы даже на талику не продвинулись в раскрытии этих самых миров? Добавьте, что инопланетяне еще прилетели из прошлого. Но не настоящего прошлого, а прошлого, которое придумал Стивен Кинг. Стивен Кинг когда-то был кракеном, но в пруд с ним пописал Йети. Йети, на котором ставил экспериментный доктор. Кто, блядь, это придумал? То инопланетяне-то действительно существуют. Если вы думаете, что кто-то раскроет вам тему с инопланетянами, то вы ошибаетесь. Их просто показали и все. Живите с этим! Анны больше нет. Что значит нет? Ее тёлка убила из-за ревности. Политик из-за любви психует, запирает функционала с мегасилой в бронемашине и улетает, имея при себе какой-то аппарат. Теперь ты будешь служить мне. Ты понял? А кому он до этого служил? Почему ему стало плохо? Почему ему до сих пор плохо? У людей есть оружие против функционалов? У людей конфликт с функционалами на почве инопланетян? Кто-нибудь нам что-нибудь объяснит? Ты придираешься, это фантастика. Тут надо самому все додумывать. А так до любого кино придраться можно. Ну серьезно, что за... «Черновик» — долгожданная экранизация знаменитого романа Сергея Лукьяненко, удивившая даже самого писателя. Боже мой, за что? О, Господи! За что? Господи, я горю! Господи! Политикан пишет, что Анны нет в мире Земли, Анна в мире тюрьме. Благо, как раз туда Кирилл именно в этот момент и открывает новую дверь. Ой, как удобно. И самое отвратительное в этой экранизации, что ее авторы уничтожают миры, которые были описаны Лукьяненко в первоисточнике. Сначала Кингим превратили в аллюзию на Российскую империю, вместо жульверщины с Кракеном. Мир Нирваны, который представлял из себя бесконечный наркоманский трип с выкрученной до нельзя насыщенностью в красках и расслабона, превратили в мир уставших, угрюмых и работающих до изнеможения людей. Это что, 2034 год в России, когда реформа повышения пенсионного возраста наконец-то полноценно завершилась? На самом деле это мир Советского Союза. Такого в книге 2005 года, конечно, не было. Но подобные элементы вперемешку с сюжетом, где в некоторых мирах до сих пор СССР, будут интересны зрителям любого возраста. И действительно интересно. Нахера вы в каждый фильм, который даже малейшего отношения к политике не имеет, пихайте свою линию партии? Хотя понятно, кто, собственно, девушке платит, тот ее и танцует. Обидно. Если в книге политических тем и касались, то они помогали раскрытию сюжета. В фильме же это тупо пропаганда тебе в лицо, которая при этом губит идеи из книги. Пыльца из первоисточника, что росла в мире Нирваны, и под которой заключенные мира не хотели ничего делать, превратилась в наркоту внушения, которая позволяет заключенным мира Нирваны верить в рассказы политработников и работать до изнеможения. О господи, какая аллюзия на пропаганду! Как умно, как гениально! Кирилл находит местного функционала, Василису, бой-бабу, которая тут же дарит соседушке волшебный нож. Пробуй. Неужто врут про тебя? Кто бы ни взял, если достоин,
А говорят, ты особенный? Будет обладать силой Тора. Следом Василиса приглашает Кирилла за стол, дабы Кирилл испил водяры, поглазел на плакаты с серпом и молотом и сказал заветное... Спецлагерь, что ли? ГУЛАГ? Иностранным зрителям точно удастся почувствовать такой настоящий колорит российской фантастики. И эти же люди что-то там кудахчат про запрет фильма «Смерть Сталина». Охуеть! Усматриваем элемент экстремизма. Первый заместитель Комитета Госдумы по культуре Елена Доропека о фильме «Смерть Сталина». Иронично. Уважаемые авторы наших фильмов, мы поняли, что всю историю России всегда было плохо. За исключением периода правления Николая II всегда было грязище, говнище, мучение. А потом пришел Борис Креститель и всех освободил. И теперь мы счастливо живем в стране под предводительством прямых продолжателей дел Ельцина. Иного не будет, ведь нам хорошо. Можно я уже, блядь, посмотрю экранизацию книги «Черновик»? А еще там людей клеймят. Вы кто? Кругом. Кто? Классная прическа. Среди рабов, которых клеймят, Кирилл замечает любимую и решает во что бы то ни стало вытащить ее из этого ада. Товарищи, еще один день, полный радостного труда позади! Блять. Что это? Нет, серьезно, что это? Пожалуйста, зрители, может, вы поможете? Напишите в комментариях, что это за штука. Или же напишите, насколько охуели художники по костюмам. Господи. Хавы что дают? В какой-то момент Кирилл прорывается к микрофону и приказывает зомби-коммунистам покидать на руках Василису. И это срабатывает. Качай ее! Давай! Руки убрал! Провайдерам запретят блокировать сайты и мешать работе торрентов. Цены на нефть растут. Герой успевает хватануть свою любовь и бежит обратно к светлому капитализму. Но не тут-то было. Ведь Кирилла ждет слоумо при хуевой графике. Фу. Ну, держись. Если кто не понял, этими судорогами авторы хотели показать ускорение героя. Опять прибегают зомбированные коммуняки и уносят предводителя на площадь, чтобы закидать его ввысь до смерти. А ведь так хотел погибнуть Брежнев. Герой же вместе со своей любимой возвращается в башню. Но залечить любовь всей жизни до конца не получается, ведь приходит зловещий куратор. Куратор? Точно. Куратор Котя. Ой, как неожиданно! Ой, как непредсказуемо! Вот это поворот! Вот это поворот! Вот это поворот! Твою мать! Такой поворот, что я до сих пор охереваю! Это за попытку порвать поводок. Это за похищение заключенной. Пойми, Кирилл, ты будешь сидеть здесь, пока мне это будет надо. Знаете, я уже не бомблю по поводу дубляжа через жопу. Но в этом кадре видно, что герой уходит. А в следующем он согнутый и что-то говорит. И ладно, это было бы один раз, но это постоянно авторы. Да им похеру! Игры закончились. Теперь я гений, а ты мой слуга. Куратор оставляет Кириллу 50 метров на передвижение, но Кирилл плюет на запреты, ведь ему надо дотащить любовь всей жизни до пляжа. Зачем? Каждый хочет умереть загорелым?
Разве не могли снять нормальное кино, а-то все же это хрень какая-то. Ну вы поняли, да? Вы все поняли, почему пустышке удалось снять кулон. Мигом разрушить слабовидимые, но все же видимые правила мира. Потому что... Любовь! Как же заебала эта работа. Адвокат? Для меня горит очаг, как вечный знак. Естественно, потерю поводка с маячком никто не замечает. Да и какая разница, работает маячок или нет. Злодеям ведь главное, злобно зыркая, говорить свои злодейские фразы. А поэтому Кирилл оставляет свою пассию и идет в только что открытую дверь. Она, само собой, ведет в тот самый аркан, который, по предположениям, живет в будущем. Но внезапно все не так. Ваше появление как-то связано с сегодняшней датой? А что сегодня за дата? Сегодня 22 июня 1941 года. Война! Война! В вашем мире именно в этот день Гитлер напал на Советский Союз. А в нашем он живет в Вене и рисует пейзажи, и о будущем предупрежден. Оказывается, Аркан наблюдает за остальными мирами и избегает ошибки. В Аркане запретили Компартию, усилили границы. Если у вас запретили коммунистов, а чертовы пиндосы не поднялись на крови Второй мировой войны, на кого вы тогда валите все проблемы современности? Включи интернет и увидишь еще больше такого, да? Но в Аркане-то проблем нет. Они хоть и отстают по времени, но их технологии давно впереди. Рассказчик — бывший функционал, таможню которого как раз и уничтожили ядерным взрывом. Так, стоп. В книге превосходство Аркана было небольшим, поэтому логика не нарушалась. Аркан искусственно тормозил свое развитие, чтобы понаблюдать за технологиями в других мирах, избежать ошибок при их появлении, но перенять все хорошее. Но в фильме-то в Аркане, блять, летающие роботы с лазерным оружием. За кем они подглянули, чтобы, например, не устроить техногенную катастрофу при разработке такого? За кем они наблюдали, чтобы, например, не получить еще одну революцию? Когда средства производства усовершенствовали настолько, что смогли изобрести и построить огромные летающие острова здания уже в 41 году. С все теми же матрешками. И только задумайтесь, из всех возможных вариаций робототехники они выбрали прототип робота, списанного с матрешки. А почему не с Чебурашки, например? Все это время вы как, были в изоляции? Нет, это вы были в изоляции. Все миры созданы Арканом. Аркан контролирует другие миры. То есть наш мир это что, для вас просто как бы черновик? Именно. Блять, это как сказать, что времена Наполеона — черновик для нас. Господи, как же это тупо! Черт! Я не хочу делать на это обзор. Я хочу обратно. В свой мир. В Россию. Что за дверь? Что за дверь? Нет, по-моему, это точно мой подъезд. Кажется, я вернулся в Россию. Стопэ! 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 У них тут 5 Кремлей! Это ж сколько можно снять 3-рублевых планов? Ах ты гнида ты, а! Кстати, а как в Кингим попали матрешки, если ваш мир закрыт? И почему все кругом азиаты? Ну, потому что в книге были африканцы, которых привозили из Африки, дабы образовывать. Поэтому в фильме все кругом азиаты. Логично.
Внезапно таможенник говорит, что сейчас Кирилла накажут за проникновение в Аркан. Тогда зачем, блять, таможенник все это рассказывал? Зачем вообще нужно это общение? В книге Кирилла пытались вербануть на свою сторону арканцы. Но в фильме-то ему выбора не дают? Вы все сценарные силы потратили на рекламу Яндекса или что? Маршрут построен, ты идешь нахуй. И так как в фильме ни о какой вербовке речи не шло, функционала Кирилла изначально хотели убить, создатели всех миров и кураторов, конечно же, не могли знать, что сильный функционал окажется сильным. Как в замедленной съемке, очень сексуально. И, конечно же, арканцы ну никак не могли знать, что функционалы лечатся в воде. А поэтому засаду для функционала организовали прямо у воды. Буду банальным. Герой всплывет, потому что он главный. Ну и как персонаж говно, конечно же. И даже десяток высокотехнологичных матрешек с лазерами, пулеметами и ёблами, как у меня при просмотре этого кино, ничего не могут сделать функционалу. И если раньше они хотя бы в функционал попадали, то теперь, когда он взял канализационный люк, у роботов будущего нет никаких шансов. Он выводит из строя всю электронику. Единственное средство против машин. Злые арканцы пытаются замуровать башню Кирилла. Демоны. Но тот успевает проникнуть внутрь. О! СМС-ка пришла. На этом страдания Кирилла еще не заканчиваются. Ведь на таможне его ждет еще одна битва. Дяня! Ищи. Это нападение на таможенника! Я уничтожу тебя. Так и будешь весь день гавкать, шавка, или кусаться начнешь. Наконец-то. Прошу по-человечески. Я не человек. I'm Batman. Спасибо, что напомнила. Вилочкой. Пупочек. Как это работает? Что она напомнила ему фразы «я не человек»? Что не люди умирают от ножевых ранений? Что именно она напомнила? Стволы для лохов, ножи, выбор мастеров. Видимо, это напомнило то, что он в начале фильма ее зарезал, хотя, казалось бы, при чем здесь я не человек? В общем, к черту. Бытовая поножовщина алкашей заканчивается разрушением по какой-то причине башни, и Кирилла тут же все вспоминают. Да, мам. Привет, у меня все хорошо. А у тебя? Ничего, все в порядке. Мы тут подумали об отпуске. И, наконец, приходит зловещий куратор. Тот, с помощью которого Аркан правит мирами. Тот, который не добил Кирилла из жалости. Но теперь, после убийства важного функционала, куратор наверняка делает Кирилла как бог-черепаху. Ты же убивать пришел. Послушай, проходы закрываются. Миры исчезают, с Арканом связи нет. Ты мне нужен, гений. Наш мир тоже под угрозой. Почему Кирилла не карают за убийство функционала? Что значит с Арканом связи нет? До открытого Кириллом хода в Аркан связи не было 70 лет. И что? Куратор же подчиняется Аркану. Что изменилось? И почему Куратор с Кириллом снова друзья, хотя в предыдущей сцене Куратор хотел убить Кирилла? Ну что ж, на этот раз моего обычного недовольства уже недостаточно. Ты мне нужен, гений. Откуда это взялось? В чем Кирилл гений? Он ни разу не сильнее этого Куратора, он не может противостоять Аркану. В фильме нет ни одной сцены, показывающей силу Кирилла. Вообще, зачем нахер нужен Кирилл?
Ты самый сильный функционал в истории. Бля, охуительная история просто. Пойми, наконец, найти Аню и спасти мир. Это сейчас одно и то же. Купили билет на этот фильм. Купите и на продолжение. Там все и объясним. Нужно еще концовку добавить в стиле Марвел. Тогда точно на сиквел пойдут. Муа! Після дощу висохла ніч, вітер погас. Мене одні, мене живі, выключить нас. Попался, вампир кинематографа! Вы, продюсеры, только и можете что сосать кровь из первоисточников! Знаешь что? Хер тебе, а не сиквел! Вот такой он, черновик. Герой не раскрыт, не ясна мотивация действий, любовь не прокатит. Нам не показали их отношений. Возможно, в обычной жизни Кирилл пристегивал наручниками ее к кровати. Поэтому они расстались, и слава богу. Полноценно не раскрыты правила мира. Сам мир скуп и примитивен. Кирилл за весь фильм никак не меняется. Хотя, казалось бы, он проходит такое невероятное путешествие. Но нет, замени Кирилла на табуретку, сюжет не изменится. Беги, Кирилл, беги! Ты гений, Кирилл, ты гений! Притом темы, которые поднимал оригинал, например, моральный вопрос использования других миров как черновиков, вопрос цены за развитие общества, вопрос превосходства одних над другими, авторы фильма решили опустить. И теперь плоскость героя может сравниться разве что с плоскостью идей фильма. Кроме этого, нововведения авторов банально сломали то, что работало по книге. Аркан, который в книге цементировал сюжет, избегая ошибок и используя другие миры как черновик, в фильме превратился в мутную жижу. Авторы, чему может научиться Аркан у других миров, когда он так сильно их превосходит? Прекрасно видно, что фильм получился. Это самое главное. И очень обидно за Лукьяненко. Ну зачем? Зачем он поддержал этот фильм? Ведь он, автор-то, действительно хороший. Но как можно поддерживать подобное кино? Это ведь неуважение к поклонникам своего творчества. Может, не стоит обливать Лукьяненко? Все же мне его книги нравятся. Твою мать, я опять не в своем мире. Это мир компромиссного беда. К черту! Отношение к первоисточнику не должно оправдывать подобное. Гарантом одобрения всех изменений служит сам писатель. Ведь когда от первоисточника ничего не осталось, все интересное удалили, а на замену пиханули завязку сраного сериала с канала «Россия-1», канала, который и продвигал этот фильм. Когда фантастическую историю превратили в свое авторское политическое высказывание, стоит понять, что экранизацию пилили лишь для отсоса бабок. Ну а на зрителей и тем более читателей оригинала всем было плевать. Кое-как отсняли, кое-как смонтировали, передублировали, чтобы создать хоть какой-то эффект целостной картины, и выпустили в прокат. Философскую сказку о поиске себя в мириаде миров рассказывают реалистичные герои. После встречи с ними хочется повнимательнее присмотреться к своей жизни. Может, уже пора жить набело? А большего мне и не надо. Фу, наконец-то я в своем мире. Всего плох... Твою мать, это мир Агутина! Нет! Ебучие феи Винкс. Они испоганили весь образ. Может, в этом мире черновик нормальный?